самая важная часть, она состоит в самом начале, когда мы только начинаем изучать иностранный язык, из того, как этот процесс происходит. Да, то есть в этот момент у нас появляется куча сомнений, вопросов о том, куда вообще, на что хвататься. Если я китайский изучаю, то я должен иероглифы учить, или я должен учить эти 5 тонов по произношению, или я вообще должен культурный код, что можно там показывать китайцам, что показывать нельзя и так далее. То есть очень много сложностей в том, как именно, не что изучать, да, а как именно нужно изучать иностранный язык. И первый вопрос, который возникает, да, это то, через что, опять же, мы изучаем иностранный язык. Если вот вы посмотрите здесь учебное пособие, я вам отдельно еще покажу, вот если говорить про английский язык, можете увидеть, что учебное пособие Лонгмана, Оксфорда, они не переведены на другие языки. Да, то есть нету там оксфордовского издания для китайцев или оксфордовского издания для русских. Это учебники, которые написаны для того, чтобы изучать английский язык через английский язык, без перевода. Да? И вот существует такая пирамида обучения Эдгара Дейла, и если по ней посмотреть, да, то есть вверх это как бы менее эффективно, низ это наиболее эффективный результат, когда мы изучаем что бы то ни было. Да, то есть она работает для изучения не только языков, а вообще чего бы то ни было. И здесь говорится о том, что если мы просто читаем и слушаем, мы получаем всего 10%, 20% от прочтенного или услышанного информации, и понимания того, как с этим работать. И наиболее эффективно это когда мы выступаем с речью, ну, как я сейчас, да, то есть фактически я вот провожу презентацию, я тоже учусь в этот же момент одновременно. Театрализованное выступление, имитация реальной деятельности. Ну, то есть бросили вас в иностранную среду, и как хотите, вот вам нужно добраться из точки А в точку Б. Хоть руками, хоть ногами, хоть мимикой, книжку показывать, как хотите, вот, например, вот может быть такое задание, и это будет особо эффективно, чем вы будете там 2-3 часа корпеть над грамматикой или просто зубрить слова из словаря. Это реально поможет вам почувствовать себя более уверенно, потому что вы, в конце концов, вы будете вынуждены добраться из точки А в точку Б, и, в общем, поймете, что нужно сделать, чтобы все-таки это получилось. Ну и в середине, да, это просто наблюдение. Так вот, если посмотреть на нашу систему обучения в целом, я отдельно про СПбГУ тоже поговорю, да, потому что у меня там и знакомые есть, и, собственно, моя преподавательница арабского, она сейчас доцент, заведующая кафедрой, точнее, арабского факультета. Поэтому есть представление о том, что там происходит тоже. Так вот, основное, чем занимаются у нас при изучении иностранного языка, это именно чтение. Даже не слушание, да, а это чтение книг. Да, и перевод их, соответственно. Да? То есть перевод мы изучаем грамматику для того, чтобы читать книги и переводить. Не для того, чтобы общаться, не для того, чтобы коммуницировать. А, собственно, для чего в первую очередь обычно учат язык? Именно для того, чтобы общаться. Для того, чтобы мы могли, я не знаю, с кем-то по скайпу поговорить или попасть в другую страну и там пообщаться. При этом существуют различные уровни комфорта, да, при процессе обучения. Да, что там что-то все понятно, но чем дальше мы погружаемся, это может быть доходить до точки, когда вы думаете, все. Это просто невозможно. Ничего не понятно, полная белиберда какая-то. Я слышу там, голос на английском или на китайском, все, что говорят, это вообще какая-то каша. Да, поэтому здесь вот важно тоже этот момент отслеживать и понимать, как не уйти, да, вот в эту часть, которая вас может вывести из процесса обучения, да, то есть в итоге будет одно расстройство. И потому как учат, собственно, то, для чего учат. Да, существуют различные методики. Первый, который я уже начал говорить, это грамматика переводной метод называется. Да, он нужен как раз нам для того, чтобы переводить тексты. Может быть, какие-то сложные тексты, я не знаю, там Шекспира или еще кого-нибудь. И для различных методик существуют различные способы обучения. Да, то есть если мы учимся переводить тексты, нам нужно уметь анализировать тексты, уметь разбирать грамматику, работать со словарями, потому что тексты могут быть сложные, они могут быть специфичные, там может быть соответствующая лексика, да, соответствующие слова запас нам нужен. Ну там мы переводим какой-то документ, связанный с мореплаванием, да, официальный, там, или строительством зданий. Это будет абсолютно разная лексика, мы даже на русском языке можем не понимать тех терминов, которые там будут написаны, потому что термины будут очень специфичные.
И очень важно, что это последовательный перевод. Да? То есть мы имеем время спокойно прочитать, спокойно проанализировать, спокойно сделать перевод и понять, что это такое. И очень важно подчеркнуть, что этот перевод он литературный. Здесь я этого не написал, но фактически это так. Мы не в слово в слово переводим то, что написано. Мы переводим то, что написано на иностранном языке, так, как мы это говорим на русском. И, как правило, это абсолютно разные вещи. То, как мы говорим на английском, мы на русском не говорим. Да, where are you from? Где быть вы из? Кстати, мы так на русском кого-нибудь спросим. Где быть вы из? Это что? Это о чем? Кто человек сказал? И очень часто как раз беда, вот ключевая проблема в том, что люди пытаются переводить дословно, когда они слышат иностранную речь, и потом это сложить. И понятное дело, что ничего не получается, потому что где быть вы из, ну, не складывается, это вообще какая-то. А иностранные языки, они так устроены. Если возьмете китайский, там это где быть вы из, оно будет по-своему. Возьмете арабский, там оно по-своему. И невозможно складывать грамматику и конструкцию одного языка, накладывать ее на другую. Ничего хорошего из этого не получится. Поэтому переводить дословно и пытаться дословно, пословесно потом это соврать, смысла вообще никакого не имеет. А именно этому по большей части как раз, к сожалению, учат. Ну, вот, когда вы это делаете последовательно, да, это может быть, вы можете проанализировать и можете, собственно, понять, о чем речь. В онлайн-режиме, в коммуникативных методиках, да, когда мы общаемся, у нас на это времени нет. Нам нужно понимать речь на слух, тут же, мгновенно. Да, поэтому здесь важно не читать тексты, не буквы, как они выглядят, как они пишутся, или иероглифы, а то, как звуки отличаются друг от друга, и то, как мы можем эти предложения, не слова даже, а предложения воспринимать. Почему? Потому что еще существует такая вещь, что когда слово оно произносится как отдельный элемент, оно звучит одним образом. Но когда слово звучит в предложении, эти звуки начинают перемешиваться, искажаться даже. Что в английском языке, что в китайском языке, что в хинди. Да, то есть отдельно звучащее слово вы послушаете, это будет одно слово. Но когда это слово начинает попадать в предложение, оно начинает мутировать. Поэтому очень важно учиться слышать целые предложения, учиться понимать эти целые предложения на слух. И, соответственно, вот следующий ключевой момент, да, о котором я дальше буду рассказывать, это то, что для того, чтобы быть эффективным в общении, изучении иностранного языка, мы должны начать думать на иностранном языке. Вот до тех пор, пока вы не начинаете думать на иностранном языке, вы эффективно обучаться не можете. Можете годами, вот я 4 года учил арабский и так нормально на нем не заговорил. При этом я 2 недели проходил курс по санскриту, мы с утра до вечера, то есть вот с 5 утра мы вставали, делали там йогические асаны и так далее, говорили только на санскрите. Весь день, с утра до вечера. И вот на 4-й день я уже начал разговаривать. У меня других шансов просто не было. Да, то есть вопрос в том, что для этого мне нужно было переключиться. Конечно, если бы я при этом не знал уже хинди, уже не жил как бы в Индии уже около 3 лет, это, конечно, не случилось бы. Но то, что вот этот момент, то, что мы должны научиться думать на иностранном, ключевой, он действительно так, и я вам дальше покажу, какие есть инструменты и как, собственно, дойти до этой точки. Нам важно понимать культурные коды, да, для того, чтобы не, вот, как раз не показать там, в той стране, в которой там, один знак или другой означает что-то совсем другое, не попасть в просак. Есть отдельная история, это синхронный перевод, вы, может быть, знаете, да, переводчиков, синхронистов, которые переводят там на всяких конференциях и так далее. Это вообще отдельная технология. Я был на семинаре как раз с ПБГУ профессионального синхрониста, он рассказывал, что они обучаются вот как тренеры на карате или там восточных единоборствах. И не для того, чтобы быстро перевести, а для того, чтобы перевести так, чтобы не попасть в лужу. Потому что если вот вы там на встрече президентов или премьер-министров что-то переведете вдруг не так, то может быть реально скандал как бы, государственного мирового масштаба. Просто из-за того, что переводчик-синхронист, он одно слово перевел в другом контексте, по-другому как бы мысль. То есть человек, который говорил, не имел в виду того, что синхронист перевел. Да, и поэтому синхронисты, они специально тренируются. Вот он приводил такой пример. Они стоят перед комнатой, и им говорят, вот вы сейчас пройдете и увидите выставку часов на английском. А на английском часы как могут быть? Это могут быть watches, да, это могут быть и настенные часы, это могут быть водяные часы, это могут быть песочные часы. То есть часов может быть огромное количество. И что делать, он говорит? Делаем мы следующее и говорим, сейчас вы увидите коллекцию часовых механизмов. Каких механизмов? Да, то есть на английском, чтобы это сказать, он специально, у него есть заготовка, соответствующее слово для того, чтобы не попасть в просак.
И вот у них есть изданные книжки, если будет время, я потом покажу, прямо как бы там инструменты по тому, как 3 слова сжимать в одно при переводе. Как готовиться и заранее тренировать вот такие вот как бы ситуации, в которых мы можем попасть в просак, и чтобы в них не попасть, и в них вылезать. Итак, если мы говорим именно про разговорный язык, да, что нам очень важно? Первое, нам важна скорость, да, восприятие, того понимания и того, что мы выражаем. То есть вот мы услышали информацию, нам нужно быстро на нее отреагировать. Второе, нам очень важен невербальный язык. Да, то есть нам нужно уметь общаться не только на уровне слов, но и на уровне эмоционального интеллекта, можно так сказать. Тех эмоций, той мимики, тех выражений, движений руками. Я могу сказать, что, например, в Индии, вот если людям руки связать, мне кажется, они вообще общаться не могут. Потому что у них настолько вот они общаются руками, головой и так и сяк, что это просто для них невозможно. И очень важно понимать через контекст, потому что одно и то же предложение, из-за того, что слова имеют очень много разных смыслов, да, оно может быть переведено по-разному. Да? И поэтому важно уметь понимать слова из самого контекста, о чем идет речь. Так, где же нам найти скорость? Нам нужно перестать тормозить. И на что же уходит торможение? Вот я работаю как бы со своими студентами, обучающими как раз на перевод. Очень многие, они вот то, о чем я говорил, начинают переводить слово в слово. Дальше происходит следующее. Вот мы слушаем с ними диалог, и вот они слышат незнакомое слово, и дальше все. Человек выпадает из слушания. Он начинает пытаться вспомнить то слово, которое он никогда не знал. Пока он пытается это сделать, естественно, остальное он уже просто не слышит. Да, то есть диалог проговаривается, но пока он пытается вспомнить, что же вот это слово означало, то он уже не слышит, что говорилось в этом диалоге. И бывает так, что очень часто, если просто не обращать внимания на незнакомые слова, научиться их просто пропускать, незнакомое, то в конечном итоге из контекста становится понятно, что же это слово означало. Потому что дальше человек, он об этом же может как бы говорить, но просто другими словами, синонимы. Или как бы из ситуации может быть опять же понятно, о чем идет речь. Нам важно отказаться от как раз вот этого внутреннего диалога. Да? То есть отказаться от стараний перевести, пересобрать из вот этого дословного перевода, потом литературного, потому что это занимает кучу времени, и это очень неэффективно. И нам нужно перестать вот как раз переводить на родной язык. Нам нужно понять сам смысл. Как же этого добиться, да? При помощи чего это можно сделать. В первую очередь это можно сделать за счет готовых конструкций. Да, то есть существует клише. Если вы вдумаетесь, в русском языке мы тоже готовыми конструкциями разговариваем. Мы не собираем предложения из отдельных слов. У нас есть уже готовая конструкция по тому, как спросить, как у вас дела, как тебя зовут, из какой вы страны и прочее. Потому что одно и то же предложение, да, например, я же могу сказать, мое имя есть Владимир. Могу сказать, но мы так не говорим. Да? Мы говорим, меня зовут Владимир. Вот если мы скажем на английском, my name is Владимир, мы так и скажем. Да? Но по-русски мы так не говорим. Хотя сказать можем, в этом нет никакой ошибки, ни грамматической, ни смысловой, мы можем так говорить. Но мы так не говорим. Вот в чем дело. У нас есть готовые клише, готовые паттерны, при помощи которых мы общаемся. И люди, я имею в виду русскоязычные, они к этим паттернам привычны. Если мы вот остановим человека на улице и спросим, что есть твое имя, я думаю, что он будет немножко удивлен, что же от него хотят узнать. Да, поэтому вот в первую очередь, да, для того, чтобы начать думать как раз на иностранном, нужно начать работать не словами, а готовыми конструкциями предложений. Понятно, да, мысль? И, соответственно, если мы с готовыми предложениями начинаем работать, нам уже не так нужна грамматика на самом деле. Потому что в готовой конструкции уже вся грамматика есть. И вот еще одно выражение, я вот совсем недавно нашел на сайте в китайском институте. Да, подлинное знание чужого языка заключается не в умении переводить с него, а в осознании его непереводимости. Да, это опять же даже в эту копилку. Что мы не можем переводить, потому что языки разные. Итак, первый инструмент для того, чтобы начать понимать сразу и думать сразу, это вот, например, BBC-шный курс видеомультфильма «Мази», который сделан исключительно на английском языке, и он на самом деле, видите, вот здесь внизу,
он есть на разных языках. На английском, испанском, французском, итальянском, немецком и даже китайском. Да, то есть этот мультфильм, я сейчас вам кусочек покажу. Может быть, кто в советские времена помнит, его в 80-х годах у нас тоже показывали на этом самом общеобразовательном, НТВ сейчас называется, 4-й канал общеобразовательный. 我强壮， 我漂亮， 我聪明， 我勇敢， Так, ну вы поняли, о чем говорят эти герои? Да? То есть они каждый рассказывает «во», что означает? Правильно, да, это китайский, да, «во» означает «я», ну и дальше, соответственно, да, они разные, эти самые, у них характеристики. Кстати, очень интересно, опять же, если говорить про культурный код, вот Ковак, да, вот этот вот чудик, который за компьютером, он говорит очень интересно. Вот «цонминг». «Цонминг» означает, с одной стороны, вроде умный, да, но если посмотреть сами иероглифы, это означает ясно видящий, ясно слышащий. Да, то есть умный в китайском это не тот, у кого очень быстро соображает, там, 2 плюс 2 равно 4. А тот, кто может ясно видеть и понимать, о чем же идет речь в иероглифах или в какой-то другой ситуации. 我聪 Да, 明， там, кстати, еще замечательно, что есть в случае чего 我 субтитры, 勇敢， они есть и в оригинале, и в переводном случае чего. Да, то есть нам не нужен перевод. Мы можем из контекста понять. 漂亮， 聪明，勇敢， 你强壮， 对我强壮，可她漂亮，对她漂亮， 他勇敢，他也聪明。 不不，我聪明，我聪明，聪。 Ну вот пример, да? То есть это вот для детей, на самом деле, это очень интуитивно, там мультик он около часа, и от самых базовых вещей до продвинутого как бы уровня, причем он из 2 частей, да, то есть есть первая часть Биг Мази, есть Биг Мази продолжение. Они есть на YouTube, легко можете достать, и вот, как я и говорю, на самых разных языках, очень классная штука. Есть точно такая же история для взрослых, это тоже BBC, этот сериал называется Follow Me. Там 60 серий, это вообще конец 70-х годов. Hello, I'm Francis Matthews. My name's Francis Matthews. Look, Francis Matthews. I'm Keith. I'm Jane. I'm Diana. I'm Raymond. I'm Diana. My name's Diana. And my name's Francis Matthews. Да, все очень просто, но чем дальше эти уроки, то есть вот этот 60 уроков курса, он от самого базового, да, вот от самых таких простых выражений до advanced, фактически, да. То есть вот таким вот образом рассказывается вся грамматика. Без учебника, без объяснения, что вот этот глагол такой, это сякой. Через ситуации, через объяснение того, как это используется, где эта ситуация, собственно, мы можем изучать грамматику не через учебник. Немцы, Deutsche Welle, они вообще в этом большие профессионалы. У них, собственно, учителя обучают немецкому через немецкий, и сами учатся немецкому через немецкий. И вот у них ist Emma. специальный фильм обучающий. Ника Звер называется. Das ist meine Mama. Sie ist meine Tante. Meine Mama fliegt nach Amerika. Sie arbeitet da. Bitte. Danke. Nico. Mein Name ist Nico. Hallo, Nico. Hallo, Emma. Да, и вот вы можете видеть с субтитрами как раз, Мама, что сами ощущения, Да, что вы мама. слышите одно, а читаете другое. Вопрос в том, что русский язык для нас как такая автострада, по которой мы легко можем нестись, и никаких сомнений у нас нет.
И поэтому, если мы включаем русские субтитры, мы перестаем слышать иностранную речь. Потому что для нашего ума, да, зона комфорта, она находится там, где находится автострада. Нам для иностранного языка нужно вырубать новую просеку. В лесу, грубо говоря, для нас это глухой лес с точки зрения звуков и слов и конечных конструкций. Поэтому вот здесь отдельно, как бы опережая вопрос, могу сказать, что если вы включаете субтитры, включайте их на языке, который вы слушаете, не на русском языке. Потому что как только вы включаете русский язык, да, вы как раз переключаетесь на свой родной язык и перестаете работать, то есть ум перестает работать в режиме иностранного языка. И смысл тогда самого этого курса, он будет пропадать. Да, и существует на самом деле, вот это малоизвестная информация, скажем так, по моим исследованиям, школы, которые обучают иностранным языкам исключительно на этих иностранных языках. Они называются Берлиц, они существуют, можете видеть, в 70 странах, обучают более 50 языков. Там в том числе в Википедии можно найти, что эти школы были и в Петербурге, и в Москве, и этот Берлиц, да, мы сейчас увидим, кто это такой, кто их придумал, собственно, он даже обучал Николая II английскому языку. Просто об этом как-то особо не распространяются у нас. Да, и существуют вот у них специальные курсы, да, за 60 часов, за 5 дней, когда можно получить очень большой прогресс за счет, вот как раз, вот как я в санскрите Бхарате 2 недели разговаривал только на санскрите, вот, собственно, тем же самым способом они изучают самые разные языки. Вот тут рекламный ролик есть о том, что это такое, как они появились. In 1878, German Да, Max Berger 1878 год, migrated to the эта US. школа уже там около Max 130 had a лет. knack for languages and became a professor of French and German. When he fell ill, Frenchman Nicholas came to take over his courses. Max was in a state of panic. Nicholas didn't speak a word of English. Да, будет что-то тут. Будет ничего. Instructed him to use gestures and act out words to get his message across. Also, Nicholas was to use only the target language in class. And what do you know? Nicholas's intuition turned out to be a winner. Thanks to this revelation, Max Berlitz developed a new method for language learning: immersive, active, and animated. Nowadays, the Berlitz Company offers language training all over the world. The Berlitz method, a patented brand, is used to quickly train professionals in a foreign language, however you'd like, in company, through the internet, or in our classroom. We also develop language programs and camps for youngsters who benefit greatly from learning a new language. Our method is cut to fit your needs. Berlitz, helping the world communicate. Ну и вот тут можно посмотреть, как, например, русскому языку учат иностранцев, как это выглядит. Ну, тут будет сразу наглядно и понятно, да, как иностранцы чувствуют себя и как этот процесс происходит. Германия. Это Норвегия? Нет, это не Норвегия. Какая это страна? Это Польша. Хорошо, Тереза. Это Франция? Нет, это не Франция. Хорошо. Это Испания? нет, это не Испания. Какая это страна? Это Италия. Хорошо, хорошо. Дженнифер, это Швейцария? Нет, это не Швейцария. Это Словакия? Нет, это не Словакия. Видите, готовый Какая паттерн, да, то есть это простейший страна? вопрос. Это Франция. Но вначале видно, что людям очень сложно, да, и с точки зрения артикуляции, просто произносить русские звуки, потому что там вот в китайском, например, звук «р», как в английском, да, у них «р», у них нету вот «р» русского. Поэтому им приходится перестраиваться и приходится даже простейшее предложение напрягаться для того, чтобы произнести. И следующее, что я вам хотел показать, это то, что существуют определенные правила, которые есть в этом методе. Вот, собственно, можете найти в интернете вот эту вот статью «Основа преподавания метода иностранных языков по методу Берлица Найденовой». Да, то есть это кафедра иностранных языков. И вот здесь, смотрите, очень важно, никогда не переводите, показывайте, никогда не объясняйте,
действуйте. Никогда не говорите монологом, задавайте вопросы. Никогда не повторяйте ошибки, исправляйте. Никогда не говорите отдельными словами, используйте готовые конструкции, ну то есть предложения. Никогда не говорите слишком много, ну то есть имеется в виду преподавателя, да? Заставляйте больше говорить учащихся. То есть основная вещь, что мы учимся для того, чтобы начать говорить. Поэтому очень важно, чтобы большая часть процесса обучения была в том, чтобы вы говорили. Не писали, не читали, не смотрели учебники, словари, а именно практиковали то, что вы изучаете. Никогда не используйте учебник, используйте план урока. Да? Никогда не отвлекайтесь, следуйте плану урока. Вот тут тоже важно. Никогда не проходите программу слишком быстро, придерживайтесь ритма, не говорите слишком медленно, не говорите слишком быстро. Да, вот сейчас как раз мы видели, она немножко медленно говорит, вот этот преподаватель русского. И очень важно, что когда вы аудио, например, слушаете диалогов и так далее, не старайтесь их замедлять, да, постарайтесь ускорить свое восприятие. Прослушайте там 10, 20, 30 раз для того, чтобы синхронизироваться с тем темпом речи, который есть. И я могу сказать, что те аудиоматериалы, которые есть, когда носители они специально пытаются говорить слишком медленно, они очень плохо воспринимаются. Ну, даже если мы по-русски будем говорить неестественно, да, это сразу будет очевидно и будет понятно, ну, для нас самих, я имею в виду носителей, что что-то не так. И в конечном итоге при изучении языка это тоже имеет значение. Не говорите слишком громко, не говорите слишком тихо. Да? То есть, опять же, норма должна быть. Ну и не будьте нетерпеливы, расслабьтесь. И вот особо интересно это то, как выглядят учебники для тех, кто занимается по этому методу. Видите, никаких грамматик и так далее. Это все картинки. Вот этот учебник я специально смотрел, это, собственно, с их сайта, да, он и по испанскому языку, и по немецкому, и по английскому. Для всех один учебник. И как он работает, да? То есть вот я как преподаватель, я беру и говорю «Е кутаге», «Е кутаге», «Е чота кутаге», «Е бара кутаге», «Е билиге», «Е бжи билиге», «Е кали билиге», «Е сафет билиге». «Е сафет хе», «Е сафет хе», «Ор е били бжи сафет хе». Да? То есть не нужно переводить, все может быть понятно сразу. Но нужно, чтобы преподаватель, он понимал, как вот с этим работать. Как объяснять простые вещи, да, без перевода, для того, чтобы сразу было понятно. Вот комната, например, да, и можно спросить, лаптоп кагаге? Где лаптоп, например, да? Лаптоп курси парге. Яха до курси аге, эк курси, дусри курси. До курси аге. Лаптоп курси парге. Да? И вот таким вот образом, глядя на картинку, общаясь, задавая вопросы, мы можем, не используя никакой грамматики, ее начать понимать. Да, не используя учебников или словарей, начинать понимать, что как будет на хинди, да, там, или на китайском, или на арабском, то или иное слово, как его главное произнести правильно. Да? Преподаватель как раз должен произношение проверить в первую очередь. И второе, как нам сказать, что что-то рядом с чем-то, что-то на чем-то, что-то большое, что-то маленькое, что-то новое, что-то старое и так далее и тому подобное. То есть, по сути, тот же самый мази, который мы с вами сейчас просмотрели, да, только на основе визуальных материалов и помощи преподавателя. По сути, это то же самое, только в интерактиве. Следующее, что я вам хотел рассказать, да, это, хорошо, есть международная школа. Что если есть школа, в которой все изучается на иностранном языке? Может ли такое быть? Как вы думаете? Вот в Петербурге было раньше две, сейчас осталась одна. Да? То есть вот я специально, у меня есть приятель, который учился вот в этом вот международном лицее 664-м. Все обучение там, да, с 1 по 11 класс теперь уже оно проходило на английском языке. Это был турецкий лицей, там были преподаватели из Турции, они сами обучались в Британии, в Лондоне. И на переведенных, ну то есть у них были английские учебники, и все обучение проходило абсолютно на английском языке. Кроме английского, они еще учили и турецкий. И все происходило исключительно вот таким вот образом. Представляете, не просто иностранный язык, а вообще все образование полностью на иностранном языке. Есть еще одна школа, она прямо сейчас есть, она вполне работает. Санкт-Петербург, Петрозаводский, дом 12. Это школа, в котором все обучение на немецком языке. То есть ребенок туда попадает, там причем на сайте прямо написано, что уровень немецкого может быть вообще никакой. Мы его там за месяц приведем в чувство, и он будет у нас учиться всему на немецком вообще без проблем. То есть никакой фантастики, в этом нет, и второе,
Не нужно тратить 3, 4, 5, 8, 10, 20 лет для того, чтобы начать на иностранном языке. Это абсолютно не нужно делать. И происходит это только потому, что обучают неправильно. Если говорить вообще о таких школах, да, вот если не брать Петербург просто, да, в котором такие школы есть, а вообще вот есть такой сайт, да, это сайт, посвященный вот таким школам, в которых обучение происходит на иностранных языках по всему миру. И вот, например, если говорить про английский язык, да, вот тут вот, что-то со слайдом у нас плохо, но можно видеть, вот тут, вот, видите сколько, это в одной Турции вокруг Стамбула 32 школы, посвященные английскому языку, только в одном, то есть в которых обучение происходит исключительно на английском языке. 32 школы. И дальше они могут из этих школ ехать вообще куда угодно. При этом, если говорить вообще об изучении вот этого метода, он называется прямой метод, метод Берлица, коммуникативный метод, то для меня было открытием, что у нас это все изучалось. То есть есть вот такой вот товарищ В.В. Беляев, у него несколько книжек, и главное вот это вот очерки по психологии обучения иностранным языкам, в котором ее в библиотеке очень трудно найти, в электронном виде найти можно. Он прямо так и говорит, что для того, чтобы мы могли начать эффективно работать с иностранным языком, нам нужно на нем начать думать. Да, что же касается лексико-грамматического оформления мыслей, то оно обычно совершается без размышления, без припоминания правил языка, то есть интуитивно. То есть мы не складываем, да, когда мы разговариваем, у нас уже мы знаем ту грамматику, ну, русского языка, например. Мы не задумываемся о том, почему мы так склоняем эти слова, почему мы используем тот или иной падеж. Нам это не нужно абсолютно. Мы это делаем абсолютно интуитивно. И очень интересно, что здесь вот слово психология, да, не просто вот по изучению иностранных языков, а по психологии изучения иностранных языков. Очень вам рекомендую поискать. И еще вот одна книжка, это тоже психология изучения иностранных языков, но это его учитель, вот тут я, кстати, написал, Артемьев, насколько я помню, но потом покажу отдельно. Да, то есть наработки были, информация вся есть, но если вы начнете в интернете, в том же самом YouTube набирать вот этот вот коммуникативный метод или прямой метод, вы обнаружите там такую информацию, что все было, все изучали, не работает. Неэффективно, не знаем, не умеем, делать не будем. Хотя все работает, да, есть школа международная, которая обучает там, в 50 странах. У нас об этом все говорят, что нет, не знаю, не видели, не бывает, обман. Да, что же нужно для того, чтобы это заработало? Да, нам нужно включить интуицию, смекалку, нам нужно перестроиться от складывания, от математики, да, в языке, а к пониманию того, что изучение языка это как искусство. Как изучение музыки, рисования, да, то есть нам нужно включать эмоции, включать интуицию и не бояться ошибаться в том числе, да, потому что это процесс, да, это как игра в каком-то смысле для того, чтобы мы стали легки и свободны в этом искусстве. Нам важно еще, чтобы сам преподаватель понимал, как вот этот процесс двигается, да, чтобы он понимал, что нужно оторваться от учебника и что нужно преподавать вот этим интуитивным методом. И вот Беляев тоже говорил, что иногда можно и нужно использовать комбинированный метод. Это что означает, что иногда, когда совсем уж сложная какая-то конструкция, какое-то правило, тогда уже можно переключиться на русский язык для того, чтобы перевести, понять, что эти слова означают, если преподаватель не может уже там, руками, ногами, картинками или еще как-то объяснить, что вот это понятие, ну какое-то оно очень сложное, например, да, не может объяснить, тогда уже мы можем включить какой-то кусочек перевода. Очень здорово работают вот различные вот такие вещи. Да. В советские времена у нас были отдельные учебники даже по веселой математике, они называли. Да, там, например, как из 3 спичек сложить 4. Знаете, да, наверное, эту загадку? Знаете, да, как из 3 спичек сложить 4? Вы не знаете? Вот смотрите. Вот там 3 спички, вот 4, видите? Вот я сложил из 3 4. Римское там. Видели? Очень простая загадка. Нужно по-другому начать думать. По-другому нужно посмотреть на вещи. И из таких загадок в советские времена целые учебники были. И у китайцев, например, у них прямо есть такое выражение, что по одному углу квадрата составить все 4. То есть в самой древней системе образования в Китае у них вот это
понимание, интуитивное нахождение ответа по кусочку информации, да, оно прямо заложено было в систему образования. Да, ну вот, например, да, вот это слово, да? Вам понятно с этим грибом, что здесь написано? Да, тут видите, все просто. Вот такие задачки, вот это, например, танграмма, тоже древняя китайская игра, когда есть 7 кусочков, и из них нужно складывать различные формы. И есть, как бы, что должно получиться, и бывает, что вот складываешь непонятно. Или кубик Рубик, например, да. То есть вот эти вот образные игры, не математика обычная, стандартная, они позволяют проще и легче начать работать с иностранными языками. Отдельная история — это еще полиглоты, да, причем суперполиглоты, которые знают не просто там 7, 8, 10 языков, а 15-20. И вот я парочку вам покажу. Первый — это Бенни Льюис. У него есть вот эта замечательная книжка «Беглый язык за 3 месяца». Там очень много классных, полезных советов. Она была на английском, сейчас уже переведена на русский язык. Очень много интересных вещей он там советует. И рассказывает, что очень много мифов, которые людей вводят в заблуждение в конечном итоге. Ну, то есть, например, он рассказывает о том, что, вот, кажется, приеду я в иностранную страну, в ту страну, где разговаривают на том языке, который я изучаю, да, и я сразу там через пару месяцев начну разговаривать на этом же языке. А оказывается, что, и вот у него самого такая ситуация была, что он попадает в communication, expat bubble это называется, да, потому что приехал, нужно как-то обустроиться, найти, где магазины, где жить, страховка и прочее, прочее, прочее. Ты тут же находишь таких же, как ты, которые говорят на твоем же языке. В конечном итоге ты попадаешь в свое собственное комьюнити в этой иностранной стране и можешь месяцами, годами там жить, так, не общаясь с местными аборигенами. Да, то есть, как кажется, ты туда приехал, но фактически получается так, что и наоборот. То есть вот у него была история, у него YouTube канал тоже есть, можете посмотреть, когда ему нужно было, он хотел изучать арабский, египетский, и из-за пандемии у него не получилось туда уехать. Он это сделал удаленно по скайпу. Он разработал себе программу общения с, собственно, самими жителями из Египта. И буквально за 1-2 месяца с ними вот довел свой египетский до такого состояния, что он может с ними общаться достаточно свободно и легко. Поэтому очень много есть мифов, которые нам навязаны, есть мифов, которые мы придумываем себе сами, которые не являются действительностью. И вот очень интересно вот этот вот персонаж Владимир Шкультети, он из Словакии, он говорит более чем на 22 языках. Да, в том числе на русском, вот я вам покажу фрагмент, вот тут его сайт тоже есть, если интересно. Он откликается, я ему писал даже на сайт, спрашивал про коммуникативный метод, он рассказывал, что сам он в таких школах не обучался, но при этом похожие методики он использует, ну вот можем сейчас посмотреть, ему там вопросы задают, большое видео, можете потом посмотреть. Тоже, и есть такие забавные различия, но только как бы я не выучил еще много, но я помню, что мы только смеялись там, на этом уроке. Да, обратите внимание, вот тут еще по нему, насколько его русский, он может быть не совсем правильный. С точки зрения произношения местами и с точки зрения грамматики местами, но это при этом нам абсолютно не мешает его понимать. Практики, то есть ты используешь язык, то есть вот, а как твоя типичная стратегия изучения языка, то есть с чего ты начинаешь и, скажем, до среднего уровня? Знаешь, каждый язык отличается. Вот изучать русский для меня, для словака, любого, и изучать китайский — это две совершенно разные вещи. И поэтому я импровизирую довольно сильно. Я начну как бы, могу сказать, что я бросаюсь. Бросаюсь, погружаюсь. Да, погружаюсь в язык, начинаю читать, слушать, пытаюсь рассказать что-то и как бы постепенно понимаю, как он сложный, как он отличается, как он похож на все языки, которые я знаю, и после того выбираю стратегию. Если он отличается очень, если он похож очень, я думаю, что это было бы огромной тратой времени, если ты бы начал с, я не знаю, там, как называется, учебник? С учебника, да. Да, с учебника с первой лекции, где они объясняют
глагол, я не знаю, вот все эти вещи, если ты очень хорошо понимаешь, как на русском, вот, например, Ну да. не надо абсолютно объяснять, что такое совершенный, несовершенный вид, потому что на словацком он существует тоже. И вот и так дальше. Есть очень много далее, есть очень много примеров. Вот. То есть в таком случае, если похож язык, то ну, достаточно много просто служб. Да, ну, в общем, не буду время терять, потому что много информации, посмотрите, и он говорит о том, что вообще не нужно заниматься, он не занимается изучением грамматики, да, он занимается изучением речи, по большей части общения с самими носителями, и вот там еще очень забавно, что очень много русских выражений использует, которые вот как бы в учебнике вы не найдете. Ну, типа того, ну, на самом деле, ну, вообще, ну и так далее, да, то есть вот эти мусорные словечки, которые в русском языке существуют, вот он вот в этой встрече тоже использует, это выглядит очень забавно. Значит, как же может проходить это обучение и как мы можем начать думать или не думать на иностранном языке, как мы можем увидеть, скажем так, о том, что человек действительно он складывает, да, переводит, как математика работает с языком, или он работает с ним как со своим родным языком. И вот я пару видео вам тоже подобрал, да, то есть здесь иностранцы, которые изучают русский язык и на нем говорят. И вот посмотрите сейчас вот два видео, они очень контрастные. Да, то есть это вот женщина, которая прошла курс на русском в специальной школе, тут короткое видео. Вот посмотрите, как она говорит, как у нее процесс мышления при этом работает. И как вот следующий персонаж. Я француженка, и я в Новосибирске второй раз. Мне очень нравится город. Это Новосибирск. В Новосибирске есть много энергии, и думаю, что экс-лингу в школе есть много энергии тоже. И преподаватели, они с восторгом преподают. И мне кажется, что экс-лингу это как семья, потому что это не такая большая, это очень, преподаватели очень приятные, и мне понравилось встретиться с меня зовут Сабрина, я из Лиона, я француженка. Да, это первый вариант. Видите, насколько боязнь ошибиться тормозит ее. Да, то есть вот она очень переживает, что она ошибется, что она неправильно произнесет окончание. В этот момент она останавливается и начинает где-то у себя там эту таблицу, грубо говоря, русского языка, там, склонений и так далее складывать. И вот индиец, это доктор, который у нас как бы аюрведист, ну посмотрите, как он по-русски говорит. Добрый пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня будем знать про очень чудесный аюрведический препарат для мозга. Это будет помогать всем, либо студент, либо взрослый, либо кто-то работает. Для всем это очень полезно. Это называется брахми. Бадмическое имя Сенкрила Эшатига. Я скажу вам сегодня 8 преимуществ от брахми. И потом скажу вам дозировка. Так что быть со мной до конца. Самый первый. Это брахми включает память. Так что если кто-то учит, либо кто-то с проблемами с памятью, можно принимать брахми. Вторая. То есть, видите, здесь полная каша с точки зрения окончаний, произношения местами и так далее. Но, что очень важно, это абсолютно не мешает нам его понимать. Да, и может не мешать нам с ним общаться. И у меня могу сказать, что в Петербурге здесь достаточно большое количество индийцев знакомых. И они очень многие, у них тут семьи, они тут с русскими паспортами уже некоторые и так далее. Я еще ни одного индийца не знаю, который бы идеально говорил на русском языке. Не, на английском он как раз так, ну, то есть те индийцы, которые я знаю, недостаточно как бы, Просто про них говорят в нашем мире, что все, кто слушает их речь на английском, очень сложно. Это клише, я могу сказать. Я могу сказать, что есть индийцы, которых английский лучше, чем, грубо говоря, у самих англичан. То есть у них из-за того, что это как бы, как сказать, это такой фильтр. Если ты не знаешь английского, ты хорошую работу не получишь никогда. В принципе, сейчас. И из-за того, что их очень много, их около 2 миллиардов, они там китайцев уже опередили по количеству населения, у них очень большая конкуренция. И поэтому английский для них это очень большое конкурентное преимущество. Очень многие из них, они работают удаленно, программисты, например. Да, то есть, они работают очень много в службе ну, аутсорсе.
Так Когда вот, звонят люди, с ними обсудить, решить проблему. Правильно. Они могут быть правильно, потому что, еще раз, это разный уровень. Да? Если вы посмотрите, кто, например, SEO IT-компаний, Google, Apple, это индийцы. Да? То есть они стоят на топовых позициях, уверяю вас, английский их очень хороший. То есть здесь вопрос просто в том, на каком уровне и с каким индийцем вы общаетесь. Их очень много, и среди них есть действительно у тех, у кого это хинглиш называется, то, о чем вы говорите, да, есть отдельный термин хинглиш. То есть это вроде инглиш, но перемешанный с хинди. Есть даже отдельные, если интересно, потом ютубовские смешные такие, iRabbit, можете набрать потом iRabbit, такие хохмы по поводу того, как звонят в поддержку, там француз, англичанин, русский в том числе, там, значит, по поводу устройства, которое не работает, и, значит, из поддержки там с ними пытаются общаться. Но могу сказать, что при этом есть и индийцы, у которых английский просто перфект. Точно. Профессора институтов, менеджеры крупных компаний и так далее, они, кто-то учился в Англии, кто-то в Америке и так далее. Есть очень богатые индийцы, да, то есть у нас есть клише, что индийцы это вот люди, которые живут там на улице и прочее, прочее. Есть очень богатые индийцы. И по большей части индийцы, вот я прожил около 5 лет в Индии, могу сказать, что даже у бедного класса, в кавычках, для индийцев, у них есть свой дом, у них есть своя машина, и при этом вот приезжают европейцы, они смотрят и говорят: о, вы богатые. Европейцы говорят: слушайте, а у меня ничего вообще нет. Вот у меня приятель есть таблист, да, вот он говорит своему учителю в Индии, что у меня ничего нет, у меня даже квартиры нет. Смотрит, ну как это? Такого не бывает, ты нас обманываешь вообще. Все европейцы богатые. Вы из России, значит вы из Европы. Значит у вас там по 10 комнат, ну и так далее. Вот. И вот еще пример, да, то есть можно было видеть, насколько контраст того, как по-разному идет работа с иностранным языком, и то, как человек думает в процессе работы с иностранным языком. Вот это обучение как раз санскрита в Бхарате, да, вот там, где я санскриту обучался, можно посмотреть небольшой тоже фрагментик. Есть онлайн-курсы, в том числе. Ой, сейчас. आगच्छन्तु वयम् इदानीं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः मम नाम विश्वासः मम नाम विश्वासः भवतः नाम किं मम नाम उदयनः उत्तमं मम नाम विश्वासः भवतः नाम किं मम नाम श्रेयः भवतः नाम किं मम नाम शशिधरः उत्तमं मम नाम विश्वासः भवत्याः नाम किं मम नाम प्रिया भवत्याः नाम किं मम नाम शान्तला मम नाम श्रीलक्ष्मी भवतः नाम किं मम नाम सुधीरः मम नाम दिनकरः मम नाम प्रशान्तः भवत्याः नाम किं मम नाम गीता मम नाम चन्द्रिका मम नाम महादेवी भवतः नाम किं मम नाम मञ्जुनाथः मम नाम बिन्दुशेखरः मम नाम नित्यशः उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवतः नाम किं भवतः नाम किं मम नाम शशिधरः भवतः नाम किं मम नाम उदयनः उत्तमम् Да, тут, я думаю, тоже не нужно ничего переводить. Да? То есть много раз мы повторили эту фразу «мама, нама», и не нужно знать никакую грамматику. Мы знаем уже заранее, что оно говорится именно так и никак иначе. Есть вот специальные учебники у них, да, опять же, вот тут можно увидеть, есть видеокурс по этому учебнику. Здесь то же самое, ну просто чтобы увидеть. भवतः नाम किं मम नाम आनन्दः मम नाम दर्शनः भवत्याः नाम किं मम नाम खुशबू मम भवतः भवत्याः युवकः कुत्र अस्ति युवकः अत्र अस्ति हिंदी भाषियों की काकी, गुजरातियों की नानी, मराठियों Да, то есть вот курс санскрита через санскрит. И вот отдельно хотел вам тоже показать, это вот удивительный учебник «Самоучитель». Да, то есть опять же санскрит такой сложный язык,
И тем не менее существуют прямо даже самоучители. И можно, ну, понятно, получив определенную базу, изучать, причем даже достаточно сложную грамматику, даже самостоятельно, без учителя. Я вам сейчас его покажу. Вот он, собственно. Здесь вот точно так же, как у Берлица, используется различная информация в виде картинок. Да, ну, то есть, например, Эша, Сааха. Да, то есть Эша, тот, кто рядом, Сааха. Например, если предметами, как в русском языке, этот, тат. Да, то есть это то. Ну вот, например, этот фалам, тат фалам. Да, этот фалам, фрукт. Да, этот фалам, тат фалам. И вот сначала даются готовые конструкции с самими картинками и словами. А дальше на закреплении есть соответствующие упражнения. То есть нам нужно уже просто вставить, да, написать, повторить, собственно, как это произносится. И санскрит в этом смысле, конечно, в отличие от английского, да, в котором мы пишем CUP, например, да, читаем как кап, да, пишем 2 О, читаем как У. Санскрит в этом смысле абсолютно четок. Вот то, как оно пишется, оно абсолютно точно так же произносится. Как транскрипции, можно так сказать. Да, то есть нет никакой проблемы в том, чтобы перепутать то, как это слово звучит. Если мы знаем, как, то есть можем его прочитать, мы его произнесем абсолютно верно. Ошибок здесь быть не может. Санскрит в этом смысле абсолютно четок. Нету искажения при произношении. И вот от самых простых конструкций, да, вот это, то и так далее, можно увидеть, что здесь грамматика доходит до очень сложных вещей. То есть там прошедшее время, будущее время. Ну вот сейчас я вам что-нибудь в середине найду. То есть глаголы, действия и прочее, прочее, прочее. Вот оно все через картинки, эта информация подается. То есть интуитивно понятно, не нужно переводить, ну вот, например, сложное, да, может быть, предложение. Тут плохо, конечно, видно. Ваца, кширам, потом и чити. Да, ну вот можно прочитать, если вы, конечно, не сможете, но тем не менее можно увидеть и понять как бы контекст. Ваца – это теленок, кширам, потом, питум, тут должно быть. Да. И чати. И чати – хотеть. Кширам, питум и чати. Хочет пить молоко. Да, то есть желает теленок пить молоко. Чорага, дхавитум и чати. Чорага – это вор. Да, чего он хочет? Правильно, да, то есть дхавитум, он хочет вот богатства. Чатра патитум видьялаем гачати. Видьяла – это школа, можно догадаться, кто это, чатрага. Да, не мальчик, чатра, ученик, да, то есть не просто мальчик, тут контекст есть четкий, вот в этом как бы тоже разница. Мальчик – это просто там кто-то играющий на улице. А так как здесь есть школа, у него есть ранец, да, опять же, то есть как вот это работает. Мы по контексту можем догадаться, как дедуктивный метод у Шерлока Холмса, да, догадаться, что это именно студент. Видьялаем, да, школа, гачати, идет, патхитум, учиться, идет учиться. И вот таким вот образом, как бы, грамматика, она дается через примеры и через готовые конструкции. Потом эти готовые конструкции, в английском это называется drill, да, вот опять же, когда мы наговариваем вот эти готовые предложения. И вот здесь это делается в виде готовых упражнений. Да, то есть дается предложение, и нужно просто либо вставить его, либо поменять. Да, то есть есть изначальная форма, например, ну как вот здесь, да, и ну там, лекхати, писать, будущее время, лекхишети, лекхитум, хотеть написать, или для того, чтобы написать, вот эта форма означает. Да, и вот мы должны просклонять, то есть мы берем вот все эти глаголы, это список глаголов, и их пишем в соответствующей форме. И за счет того, что мы и пишем, и читаем, и говорим, да, это происходит все 4 канала, да, то есть слушание, ну, мы не слышим носителя в этом случае, мы слышим сами себя, да, вот этот важный тоже момент, что когда мы читаем, мы не слышим иностранную речь. И в этом смысле тоже как бы изучение, чтение иностранных книг, если мы не слышим иностранный язык или не слышали его, оно очень малоэффективно, потому что мы слышим только свою иностранную речь. Понимаете? И так как мы ее не знаем, мы же ее учим, то получается, что эффект от этого очень маленький. То есть, если уж мы читаем какие-то книги, имеет смысл, ну вот я, например, в Индии как раз так и делал, параллельно включать аудиокнигу. Да, то есть берете, например, Гарри Поттера книжку и включаете, собственно, аудиокнижку Гарри Поттера, которую там Стивен Фрай читает. Или, например, «Властелин колец», да, тоже есть видео-аудиокнижки, там очень сложный такой английский в том числе. И это тоже может как бы вам помогать. Вы и с темпом речи
синхронизируетесь, и с произношением сразу же синхронизация идет, и вы при этом видите текст. Да? То есть у вас аудио с текстом, оно может тоже синхронизироваться. То есть если говорить про чтение, могу тоже вам такой лайфхак посоветовать, что не делайте это само по себе, а включайте вместе с аудиокнижкой. Да. И следующее, как нам учить без перевода. Да? То есть мы посмотрели на школы, мы посмотрели на то, как можно начать думать на иностранном, какие учебные пособия. Да? То есть вот как я заявил, что без словаря, чем же пользоваться, да? Кроме вот, может быть, вот тех приложений, которые есть, например, у Биржица. Значит, первое, существуют такие вот вимельбухи. Может быть, слышали, не слышали, не знаю. Это вот немцы придумали. Это специальные книжки с вот такими вот безумными картинками. То есть, вот, например, это вимельбух, посвященный аэропорту. Там каждая страница, ну тут это разворот, это 2 страницы, да? Это вот целая безумная история. И вот тут, конечно, немножко плохо видно. Тут вот в каждом кусочке кадра что-то происходит. Кто-то потерял багаж, у кого-то собака кого-то укусила, здесь там какая-то свалка, кто-то заказывает пиццу, кто-то не на свое место сел и так далее. И идея в том, что учитель, ну или студент, если он может сам, он как бы рассказывает и спрашивает, это кто такие, что они делают, почему вот здесь вот это происходит. Да? То есть вот как вот с материалами Берлица, здесь можно использовать эти книжки для того, чтобы рассказывать истории. И бывает, что вот здесь вот рядом, ну в данном случае это вимельбух, в английском тут плохо, нечетко видно, но написано ключевые слова, да, как называется вот, тележка для перевозки багажа, как называется там тот, кто украл вещи, например, вот там сверху, видите, собака убегает тоже вот с очком, бегут за ней товарищи. Как вот называется специальный персонал, как называется двигатель самолета, то есть вот эти вот специфические слова, они здесь есть. Дальше, например, существуют вот специальные такие сайты, вот если говорить об изучении слов, например, вот сейчас мы с вами поиграем немножко в игру, когда, вот можете видеть, сколько здесь языков, какой вам язык интересен? Арабский. Арабский, отлично, давайте. Там еще звуки всякие тоже интересные, пишется он справа налево. Здесь разные игры для того, чтобы учить слова, и при этом они как раз без перевода. Да? То есть интуитивно, опять же, понятно, о чем идет речь. Я надеюсь, интернет нас не переведет. О, так, нам нужно самое такое понятное и простое, это вот с фруктами. Да, то есть вот они есть тут как описаны, но мы возьмем квиз аудио. Во. Да, то есть нам нужно отсюда вот это вот. Давайте еще раз послушаем. Ну, допустим. Ага. Да, то есть это вот у нас вот это. Продолжаем игру. Да, мы уже запомнили. Следующее. Буртукали. 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 Ну, допустим. Ага. Буртукали. Да, еще в арабском особенная сложность, это от себя могу еще сказать, что в учебниках голосовки короткие гласные они пишутся, а в большинстве случаев они не пишутся. Здесь как раз написано, если так дословно читать, бртыкали, бертыкалат. Вот это Т, это тамарбут, и женский род означает. Так вот, если она говорит буртукали, но на самом деле вот это У и Р, то, что здесь нет гласной, оно не написано. Это мы можем узнать, только услышав это слово. Да, то есть опять же, то, что мы читаем, не всегда нам может дать понять, как же слово должно звучать. Некоторые, ну или там те же самые иероглифы, мы смотрим на иероглиф, мы его никогда не слышали и не видели его пиньины, например, как мы узнаем, как он звучит? Никак. Мы должны в первую очередь его услышать.
برتقالي. Так, значит, кто у нас там? Апельсин. Апельсин, да. Апельсин, кстати, знаете, что означает? Само слово апельсин. Китайское яблоко? Да. То есть оно, в общем, опять яблоко получается. برتقالي. Ну что ж такое? Даже вроде бы... А, Все, я понял. Я все куда-то... картошка. Ну, мне плохо видно тут. Так. فريز فريز فريز. Ну, допустим. Не, это вот фриз, это strawberry. Да, ну то есть вот таким вот образом, без перевода, можно вполне учить, и, как видите, на огромном количестве языков. Вот, собственно, ссылка на сайт есть, если что. Ну вот видите, вот здесь вот этот пример для японского. И здесь, опять же, видите, перевода нет. Вот это все это транскрипция. То есть это вот, собственно, одна из там еще в японском и два типа письменности, катакана, хирогана. Вот это, по-моему, катакана как раз. Дальше существуют специальные словари, да, и вот здесь вот мы с вами в библиотеке соответствующей, я вам хотел показать тоже, что вот здесь даже есть такие словари, в которых вот вы можете без перевода, опять же в виде картинок, да, видеть соответствующие слова и понимать, что это такое. При этом вот особенно обращу внимание, в чем замечательность этих словарей, что вот, полноценная картинка, а слова даны здесь отдельно. Да, то есть мы, преподаватели, или мы сами можем закрыть просто нижнюю часть, да, и по картинкам пытаться вспоминать, как то или иное слово оно называется, как называется доска и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, вот у нас словарь для английского языка, но мы легко можем заменить вот эти английские слова своим собственным списком по цифрам. Для арабского, для китайского, для японского, для любого языка. Потому что к картинке у нас прицеплены не слова, а цифры. Да, и очень важный момент, как раз вот минус, с другой стороны, могу сказать, вот этого учебника и тех карточек, которые есть по иностранным языкам. То, что здесь есть картинка и тут же есть слово. Да, пускай оно даже на самом английском. Для того, чтобы нам тренировать запоминание, вот как мы сейчас смотрели, да, мы слышим какое-то слово, нам нужно его найти образ, да, нам нужно найти картинку апельсина или тыквы или еще чего-то. Желательно, чтобы была картинка, вот если в Бигмазе я могу показать, у них тоже карточки эти есть, что есть картинка, а перевод, да, или транскрипция сзади. То есть мы смотрим, вот мы учим слово, ну там осла или еще кого-нибудь, мы смотрим на картинку, в этот момент мы должны вспомнить на самом иностранном языке, как это слово произносится. Если мы не помним, мы тогда уже переворачиваем и смотрим, как оно, собственно, на этом иностранном языке. Причем это может быть не только существительное, да, вот как я вам показывал, вот этот самоучитель, мы точно так же можем, ну вот, кстати, например, да, hold, это может быть глагол, да, то есть в виде картинки мы можем изобразить и глагол, и процесс, очень многое, что можно визуально отобразить, и это не обязательно только существительное. Это может быть и прилагательное, это могут быть и глаголы и так далее. Вот, например, словарь китайского языка. Здесь вот тоже плохо видно, это китайско-русский. Да, то есть вот у них семейная взаимосвязь, да, причем можно видеть тут поколение вот. И интересно, что в китайском, как и, например, в хинди, вот у нас есть просто дедушка-бабушка. А вот в хинди, например, дедушка по папе это одно слово, дедушка по маме это другое слово. Дядя по папе это одно слово, дядя по маме это другое слово. Причем дядя по старшему брату это одно слово, а дядя по младшему брату это другое слово. То есть для каждого родственника, да, есть свое собственное четко идентифицирующее слово, по которому мы точно можем знать, какой именно это дядя и кому кем он приходится. И вот у китайцев, у них на самом деле точно такая же история. То есть у них не просто там дядя, не просто дедушка, а соответствующий звук, соответствующее слово, которое с этим связано. И опять же вот в этом словаре вот такая же система о том, что мы можем в принципе использовать любые связи. Вот как раз если говорить про карточки, вот я сам делал, я просто не принес с собой сегодня, вот распечатывал карточки, вот это я просто складываю и заворачиваю в обратную сторону. Здесь нет никакого перевода. Да, то есть есть изображения, образы, и дальше есть, собственно, иероглиф, и к ним, собственно, это пенин, да, ну, то есть транскрипция. И, ну вот что это за слово? Джа. Понятно, о чем идет речь? Смайл. Нет. Зубы. Зуб. Да, видите, губы, язык, ухо, это зуб. То есть это коу, это рот, соответственно. То есть иногда бывает сложно, иногда нужно подглядеть словарь, потому что, может быть, не сразу все понятно.
Но по большей части вот эти вот, это целый словарь, посвященный вот таким вот, да. Ну вот вода, например, да, видите? Что тут понятно вот на этих трех картинках? Море. Правильно, море, река, озеро. Да, и соответствующие слова и иероглифы. То есть здесь не нужен перевод. По большей части сделаны они так, что можно понять. Ну вот опять же, да, горы, долина, пустыня. Да, все понятно из самого контекста. И вот соответствующие учебники. Очень интересно, я в последний раз вот эту презентацию проводил в Маяковке, и после презентации ко мне подошла женщина и спросила о том, вот как с детьми, да, насколько вот эти коммуникативные методики, они могут быть для детей аутистов проблемой, да, вот таким вот образом обучаться. И я обнаружил, что вот такие же карточки, собственно, как раз используются для детей аутистов. Picture Exchange Communication System, она называется. Детям, которым сложно коммуницировать, им сложно что-то сказать, сложно себя выразить. Для них есть специальные такие вот папочки, куда они могут приклеивать эти картинки. И они показывают, что я спрашиваю там, преподавателя, что ты хочешь делать? Он берет карточку, приносит, я хочу писать, или я хочу рисовать, я хочу пить воду, я хочу пить молоко и так далее. То есть вот эти дети как раз из-за того, что у них проблемы с коммуникацией, им сложно что-то сказать, как-то выразить, они общаются как раз при помощи вот таких вот карточек. Они их приносят, показывают, и для них как раз это комфортно. Для них это просто и понятно, и они как раз перестают стрессовать от этого. Еще очень интересная вещь, что если у нас, например, мы говорим о других словарях, не только визуальных, да, вот тут, кстати, вот еще могу вам показать, тоже замечательный словарь, он похож как раз в каком-то смысле на вот эти вот Вимельбухи. Да, видите? Вот, собственно, такая же история вот на английском языке. Вот если интересно, можете здесь в библиотеке взять. Значит, следующая история – это словари синонимов или тезауруса. Вот про тезаурус тут тоже английского отдельно поговорю. Это вот, например, тут, конечно, очень разрешение немножко плохое. Сейчас я попробую, может быть, на весь экран, не получится. Ну-ка. Сейчас сделается. Это вот удивительная вещь с точки зрения хинди как раз. Ну, тут плохо видно. Значит, смотрите, это словарь, на котором вот каждая из вот этих строчек, начиная отсюда, это индийский язык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 индийских языков, в которых берется одно слово и дальше его вот синонимы. И очень интересно, что за счет того, что санскрит является матерью всех индийских языков, очень часто одно и то же слово, оно встречается и там, и там, и там, и там, и там. И вот если, скажем, взять южноиндийские языки, какой-нибудь Канада или Тамиль, там вообще 50-60-70%, но в разных языках немножко по-разному, это санскрит. То есть это древние слова, которые уже тысячелетиями они существуют, вот точно так же они существуют и в современных языках. И если у нас как бы, для чего вот это я тоже показываю, что мы, если знаем уже один язык, например, ну там, например, английский, мы легче можем изучать какой-то другой язык, да, какой-нибудь испанский или французский, потому что есть очень похожие созвучные слова, потому что латынь, да, у нас же является основой по большей части европейских языков вот этих вот. Поэтому если мы знаем единые корни и смотрим слова не просто там английский, англо-русский, а, например, англо-испанский или англо-немецкий, мы можем найти вот эти вот созвучные или однокоренные, можно так сказать, слова этимологические. И вот этот столбик тоже очень интересный, это хинди-артха, да, то есть это то, что это слово означает другими словами. То есть толковый словарь, как мы говорим, тезаурус, да, то есть мы об этом говорим на хинди, объясняем слово на хинди. Да, и вот очень вам тоже могу посоветовать замечательный словарь, вот, например, по-английскому, Лонгман. Их еще несколько, здесь вот еще Оксфорд есть, да, еще один Лонгман есть. Это словарь, который является тезаурусом. Да, то есть тут и картинки есть, то есть есть понятия, которые здесь объясняются картинками. Здесь есть и синонимы, да, энное количество. То есть есть вот слово, и у него есть энное количество значений. Вот оно прямо так идет. Там цифра 1, цифра 2, например, да, и в соответствующем контексте оно может означать разное. Есть примеры, тоже очень замечательно, что в этих словарях, кроме самого объяснения, да, то есть что это означает, какие есть синонимы, есть примеры того, как это предложение используется. И это тоже очень помогает. То есть одно дело, мы просто знаем слово, а другое дело, мы смотрим это слово внутри контекста. Не просто яблоко, да, а я купил яблоко на рынке.
да, или в корзине с фруктами лежало яблоко. Сразу появляется контекст, и мы уже по этому контексту можем понять, что означает это слово, хотя мы его никогда не слышим. То есть, если мы слышим просто слово Apple, да, что это? Это компьютер? Это яблоко? Это название компании? Или это что? Да, и может быть это application, да, приложение, например. Но если у нас есть вот это, да, в корзине с фруктами лежал компьютер, ну как-то, ну странно было бы, если бы он там лежал. Да, то есть контекст очень много дает и дает нам понять, о чем идет речь. И когда вы учите слова, создавая карточки, опять же, да, о чем я хочу сказать, я вам рекомендую не писать карточки с отдельным словом. Пишите с готовыми конструкциями, да, то есть готовое предложение, в котором это слово используется, чтобы вы из самого контекста могли вспомнить, что же оно означает. Да, потому что вы читаете, вы учите само предложение, опять же, паттерн, не отдельное слово, и вы из самого контекста предложения можете быстрее вспомнить, что же оно означает. Потому что слово само по себе, ну, там, я, знаете, вот на днях смотрел слово piece, кусок, да, на английском. У него около 30 значений. Это может быть и штука, это может быть деталь, это может быть тело, это может быть фрагмент. То есть одно и то же слово, как и в русском языке такие слова тоже есть, так и в английском, так и в китайском, оно может иметь абсолютно разные значения. И опять же, с другой стороны, бывает, что для одного и того же понятия в разных языках может быть, опять же, несколько разных слов. Вроде бы слово одно, да, а слов разное. Ну, например, в русском вода, влага, жидкость, роса. Да, вроде бы одно и то же, но немножко мы говорим об этом по-разному. В санскрите, например, для слова огонь, для слова земля, для слова вода около 200 синонимов. Да, то есть различных слов, которые по-разному об этом говорят. Вот как у нас есть слова пернатые, четырехногие друзья, да, шестирукий, там, трехокий, двухкрылый, да, то есть вот эти, которые по характеристикам, вот на этом весь санскрит построен, и поэтому таких слов там просто огромное количество, которые могут для одного понятия иметь огромное значение, количество смыслов, и наоборот, что один смысл может быть описан самыми разными синонимами. Например, вот в том числе вот для специфических языков, да, существуют тезаурусы для китайского языка, например. Да, то есть вот здесь пример, вот Yellow Bridge, есть приложение соответствующее, тоже вам покажу, да, как это работает. В китайском, так как основное является иероглифы, да, то иероглифы как картинки, они могут быть разобраны. Из чего же, собственно, это картинки? Да, то есть вот, например, иероглиф Джоу, это время, как концепция, такое бесконечное время, как таковое. Он состоит из иероглифа Земля, да, вот эта вот сеточка, единица и крышка, вот это вот руф, да, 40-й радикал. То есть это, по сути, получается время, это то, что держит материю. То есть единение, можно так сказать, времени и пространства. Сам по себе иероглиф, время, он связан с пространством, получается. Таким вот образом визуально. И вот на этом сайте можно смотреть и сами иероглифы, как они пишутся, и разбирать их этимологически, да, то есть по тому, как они устроены. Следующее, что еще можно использовать, и что я категорически рекомендую, как раз для того, чтобы общаться с иностранцами, это вот специальная социальная сеть iTalki. Я не знаю, слышали вы о ней или нет. Она в первую очередь вроде как предназначена для того, чтобы найти преподавателя, вот можете видеть, но на самом деле это совсем не обязательно. Вы можете найти такого же, как и вы, кто хочет изучать, но иностранца. Я вот так за неделю нашел, по-моему, 6 или 7 индийцев. Причем могу сказать, вот, что касается как раз об уровне владения языком и так далее, индийцев очень много. Опять же, у них очень разные уровни с точки зрения образования, с точки зрения обеспечения и так далее. Те, кто есть на iTalki, это, как правило, индийцы, которые знают 4-5 языков, у них по 2, по 3 высших образования, они живут вообще. Вот я пообщался, например, на санскрите с девушкой, которая живет, индианка, живет в Сан-Франциско, там заканчивает институт, да, и при этом вот она разговаривает там на 4-5 языках. Поэтому вот сказать, что все, я не знаю, узбеки, грузины, индийцы или кто-то, они вот такие, не работает, могу сказать сразу. То есть, да, есть общий контингент, есть общее, скажем так, стрим, направление, но оно не всегда соответствует полностью таковым. Если говорить про китайцев, вы себе не представляете, может быть, насколько китайский далек от английского. Насколько сама структура языка по-другому. Есть китайцы, которые сейчас со страшной силой английский учат,
и говорят на нем уже очень даже неплохо, несмотря и невзирая. Потому что для них это важно, для того, чтобы делать бизнес, для того, чтобы выходить на мировой уровень. Вот на iTalk можно найти, собственно, себе собеседников и с ними общаться по обмену. Да? То есть вы с ними общаетесь там на английском, а потом, например, с ними общаетесь на русском для того, чтобы они учили русский. Собственно, как в качестве преподавателя работаете. Дальше вот этот ресурс, вот здесь написано Hindi под 101, но на самом деле вот этих подов, их там около 30-40 штук. То есть есть English под, Chinese под, French под и прочее. Это специальная платформа для того, чтобы изучать, опять же, иностранный язык. И вот те аудиодиалоги, которые я использую для своего обучения со своими студентами, я как раз их беру отсюда. Потому что вот те диалоги, как правило, которые есть в учебниках, они неестественные, не живые. Они заточены под ту грамматику, которую мы должны изучать в ходе урока. И поэтому получается, что они оторваны от действительности. Да? То есть они нереальны, эти диалоги. А то, как сделано на вот этом ресурсе, эти диалоги, оно очень классное. Есть на YouTube в бесплатном доступе, да, опять же, ресурсы можете найти. Есть на RuTracker. И опять же есть они на вот, японский есть, и китайский, и хинди. Вот, очень рекомендую, очень классный материал. Еще одна платформа это 50 Languages. Вот на ней тоже есть как раз список устойчивых выражений. Вот 50 языков это не просто так, потому что там действительно 50 языков. И вот если как раз говорить паттерны, готовые вот эти конструкции, вот здесь они есть в полный рост, причем для самых разных. Ну тут плохо видно, здесь на самом деле написано там семья, на работе, в поездке, путешествия и так далее. То есть они разбиты по темам, и можно выбрать соответствующую тематику и слова, связанные с этим, с одной стороны. Ну, сейчас попробуем его открыть. А с другой стороны у них есть тоже там игры различные. Ну, сейчас попробуем. Ну, вот, например, тут же равки возьмем. Причем, опять же, если вы уже знаете какой-то язык, ну вот, например, даже английский, вот вы английский знаете, а хотите учить немецкий, лучше вы включайте не русский, а английский язык здесь, это будет более эффективно. И вот здесь вот соответствующие, вот видите, family members, например, да, то есть вот соответствующие и слова, и предложения, которые мы можем использовать, и что очень важно, с аудио. الأم الوالدة الأم. Так, ну и вот возьмем, например, ну игру мема, я думаю, вы знаете все. Да, когда вам нужно одинаковые карточки найти. Да, и здесь тоже замечательно то, что они с озвучкой. Тут они, опять же, можно разбивать по темам, можно их смешивать. الحمام Хамам, ну известное слово. Ну, немножко потормаживает звук там. Да, то есть вот мы видели здесь. الكلية Вот сразу можем найти, да, то есть по картинке можно сразу же понять, и по написанию тоже можно, это дело может помогать. Здесь нет, конечно, контекста, слова оторваны, это не целиковое предложение, да, то есть в этом смысле это хуже. Но с точки зрения, опять же, аудирования, для того, чтобы запоминать слова на то, как они звучат, и взаимосвязь с визуальным режимом использовать, тоже вполне хорошо работает. Вот если говорить про китайский язык, вот тоже замечательное приложение, погружение в китайский. Здесь набор уроков с постепенным погружением в предложение. И здесь можно вот аудио включать, да, и на аудио понимать. Слышали, ну, грубо говоря, карточки. И с течением уроков кусочки грамматики, они добавляются. Ну, не буду сейчас время тратить, у нас уже почти время. У вас еще вопросы наверняка какие-то будут. Бегу дальше. Значит, дальше словари устойчивых выражений. Тоже специальное приложение, да, Sentence Master оно называется. Когда вот прямо есть готовые конструкции, и нужно их услышать и из кусочков собрать. Да? То есть вот мы слышим предложение, и дальше вот есть кусочки, ну это хинди в данном случае,
кусочки этого предложения, мы должны эти слова собрать в том порядке, в котором они у нас были. Дальше вообще отличный тоже материал, вот здесь тоже в библиотеке они есть, это специальные коммуникационные игры. Да, то есть ролевые игры, коммуникационные игры для того, чтобы активизировать свой английский. Да, то есть, например, у меня поломался кран, и я вызываю сантехника. Вот мы с ним там договариваемся о встрече. Или вот там train station, да, то есть вот продавец билетов, к нему приходят покупатели, ему нужно продать билеты, соответствующие по разным направлениям. Еще, например, вот могу вам рассказать такую игру, когда печатаются специальные карточки, на лоб наклеиваются, да, там я Гарри Поттер, я Шерлок Холмс, и мы должны друг с другом прокоммуницировать для того, чтобы узнать, кто же я такой. То есть я подхожу к другим на английском или там, на соответствующем языке и спрашиваю, who I am, да, например, кто же я. И мне пытаются, да, не говоря прямо, не называя, там, говорить, вот ты ловил там собаку на болотах, например, да. И вот здесь вот целый сборник, причем они есть на разные уровни, да, то есть вот это Intermediate Communication Games, а вот этих книжек их на самом деле 4. То есть она есть и для beginners, и для advanced, и так далее. То есть тоже вообще замечательные книжки. Вот видите, да, вот как раз beginners, advanced communication games. И вот видите, как раз карточки, вот как я говорил, да, без перевода, вот они как раз здесь вот тоже и есть, да, когда есть картинка, ну там счастливый человек, например, да, или там грустный. И мы видим ее и можем понимать перевод. Да, вообще, если говорить про эмоции, если вам интересно, я проводил отдельную лекцию, и видео можете найти, про то, как эмоциональный интеллект, как средство изучения иностранного языка. Да, про то, как нам слышать как раз речь через, ну, как мы с вами уже услышали, да, меня зовут так-то или так-то. Вот первые уроки, которые я провожу со своими студентами, я стараюсь им переводить. И у меня есть специальные аудиодиалоги, когда из контекста по эмоциям, которые выражают те, кто рассказывает в диалоге, что происходит, можно понять, что они говорят. То есть незнакомое слово «устал», да, могу привести, можно понять из того, как человек это говорит. Да, из того, что он говорит это уставшим голосом. То есть только исходя из этого, услышав, как он говорит, мы можем понять, что это слово означает. Не нужен перевод, не нужен словарь. Нужно слышать, каким образом это происходит и почему и где это происходит. Если мы контекст не понимаем, если мы не понимаем, кто это и почему он это говорит, скорее всего, переведем мы неправильно. Да, то есть мы можем знать словарный перевод и так далее, но из-за того, что, опять же, значений может быть очень много, то велика вероятность, что мы ошибемся. И вот если говорить про то, почему же этому не учат везде, почему эти коммуникативные техники не так распространены у нас. Вот если говорить про СПбГУ, ну, про тот же самый арабский язык, вот специально у них, например, есть, да, тут читать не буду, я читаю с экрана, потому что это очень плохо видно. У них есть, например, онлайн-курс. Да, и очень интересно то, чему они учат и что должен студент уметь после прохождения, собственно, этого курса. Переводить на русский язык связанные адаптированные тексты и отдельные предложения со словарем. Переводить простые предложения на арабский язык со словарем. Навыки. По завершении этого курса учащийся будет владеть навыками чтения текстов и постановки ударения, навыками перевода с арабского языка на русский, навыками перевода с русского языка на арабский. Да, то есть здесь в этом курсе речь не идет о разговорной речи. Здесь обучение идет именно о работе с текстами. Если посмотреть вообще все учебные программы, а здесь я, собственно, это привожу, тут немножко плохо видно, это вот выжимка с сайта СПбГУ, вы можете найти по программам иракского диалекта, египетского диалекта, бенгальского языка, языка хинди о том, что они делают и каких целей они достигают. Так вот, во всех них практически написано одно и то же, что они обучают анализировать тексты, обучают работать со словарем, обучают литературному переводу и, может быть, разговаривать. Может быть. Да, то есть это не является первой целью. И в дополнение скажу, что у меня есть преподаватель, знакомый преподаватель из СПбГУ, кто именно не буду говорить, да, какого именно предмета, но я пообщался с ним, я пообщался с его студенткой, и она рассказала, что она проучилась и в СПбГУ, после чего на 3-м курсе ее отправили в Индию. Там есть отдельный университет, который называется Хинди Санстхан. И в итоге говорить на хинди она научилась только общаясь со своими друзьями-индийцами. То есть и в СПбГУ, и в этой Хинди Санстхан
они занимались изучением грамматики, чтением текстов или прослушиванием в индийском университете, они слушали лектора, который им что-то рассказывал, они что-то понимали. Но насколько они могли понять, насколько не могли понять, было очень сложно. При этом еще очень удивительно то, что какой бы вы язык индийский не учили в СПбГУ, бенгальский язык, гуджарати, маратхи, вас все равно отправят учить хинди в Индии. Потому что с другими школами договориться невозможно. Ну, просто нет. Ну, то есть школа-то есть, наверное, но договориться с СПбГУ с ними не может пока, по крайней мере. Поэтому в любом случае вас отправят учить хинди, но говорить вы там, опять же, не начнете, к сожалению. При этом, да, казалось бы, вот как раз вот эта Кендрия Хинди Самстан, вот вам покажу, да, она в 4 века была, вот, она была в Дели, вот как раз студентка, с которой я общался, она сейчас закрылась, Дели, центральная в Агре. При этом есть в Химачале вот эта школа, Landur Language School, в котором обучают хинди на хинди. И уже обучают более там, 10 лет. И они обучают сейчас, это они пандемии перестроились, еще и онлайн. То есть есть школа, в которой по этим коммуникативным методикам в Индии учат. Какие 10 лет? Я около 100 лет в этой школе, на самом деле. Вру, да. Если вы зайдете на сайт, там будет написано, что она там существует как Бербиц, грубо говоря. Они обучают хинди на хинди. Вопрос еще в том, что хинди для многих индийцев самих иностранный язык, да, потому что Индия большая, поэтому у них в других штатах, как я говорил, Канада, Гуджарати, Маратхи, свой собственный есть язык. То есть, конечно, хинди является государственным языком, на нем и телевидение, и газеты и так далее, но он не является матрабхаша, то есть, что называется, родным языком. Это не тот язык, на котором разговаривают родители. И куча индийцев из деревень, да, или еще откуда, которые могут хинди не знать, потому что они родились в Тамилнаду или в Керале или еще где-то, и поэтому у них для этого нужно обучаться отдельно. И тогда они вот едут в тот или иной университет. И вот здесь еще раз вот есть университеты, в которых обучают коммуникативную методику, но это можно делать абсолютно эффективно и не тратить зря время. И вот как бы, чтобы поставить точку, у нас уже время самой лекции уже вот как раз, пару вам цитат из трактатов и китайских, и индийских. Вот это вот чинюй, так называемое крылатое выражение на китайском, антху суоджи. Это такая история про то, ну, он переводится, да, вот этот чинюй, это 4 иероглифа, по картинке искать лошадь. История про то, как был мужчина, который очень хорошо разбирался в лошадях, у него был сын. И он написал трактат о том, какая должна быть самая лучшая лошадь, какие у нее должны быть характеристики, как она должна выглядеть и так далее. Дал этот трактат, видите, вот сын мальчику, и вот там вот видите картинки, значит, вот ключевые, значит, характеристики, по которым можно найти эту самую лошадь. И мальчик пошел и нашел в итоге лягушку. Пришел папе и говорит, вот она. Все сходится, смотри, глаза большие, прыгает вообще выше некуда, быстрее самого быстрого скакуна. Все вообще сходится. Вот она твоя самая быстроногая лошадь. Да, то есть вот этот чинюй говорит о том, что мы можем по книгам научиться совсем не тому, о чем они были написаны, да, или тому, чему мы хотели научиться. И еще вот одна цитата, это уже из Хита Упадеша. Да, шастраня витая пи бхаванти муркаха, ясту крияван пурушаха савидван сучинтат чошадхам атуранам нанам матрена коротья рогам. Да, о чем это шлока? Она говорит о том, что люди, которые читают шастры, ну то есть древние тексты, очень многие из них, они все равно остаются муркха, дураками, остаются в дураках. Потому что мудрец или знающий, он не тот, кто просто прочел что-то, а тот, кто получил реальные знания, то есть тот, кто может эти знания использовать в практике. Таким же образом, как ошадхи, да, лекарство, просто потому, что мы его назвали аспирин, да, или там парацетамол, оно не действует. Мы не можем его просто назвать. Мы должны понимать, для чего это лекарство, и его правильно принять. То есть мы не можем просто говорить парацетамол, да, и благодаря этому выздороветь. Об этом, собственно, эта штука. Да, нам нужно знать это лекарство, и нужно знать, как его принимать для того, чтобы оно подействовало. Поэтому то же самое, собственно, с методиками. Да, нам нужно понимать, какой метод эффективнее, понимать, как его правильно использовать, понимать, с кем, если мы обучаемся, с кем учиться для того, чтобы это было эффективно, и понимать, самое главное, те цели, к которым мы стремимся.
Да, то есть основная проблема, вот если говорить с СПБГУ и так далее, что моя точка зрения, лично я, например, когда учу арабский, я его учу, чтобы разговаривать. Да, и то, что меня учат переводу текстов, ну, по крайней мере, в школе, я этого абсолютно не осознавал. Если бы я четко понимал, что моя цель вот такая, я могу проверить, что я с этой целью соответствую, да, что я приближаюсь к этой цели, свободному общению на арабском языке, на соответствующую тему, то тогда это было бы четко, понятно, было понятно, я правильно двигаюсь в нужном направлении или я еду в какую-то совсем другую сторону.